Фантастический летательный аппарат, что-то космическое. Большой живой организм. Такое ощущение, что вырастают крылья, и ты поднимаешься над землей. Чувство глубокого удовлетворения. Смешную девчонку однозначно. А в зале, когда вдруг что-то он чувствует, что вот оно свершилось, у него отрастают крылья. Самый главный параметр – это чтобы была хорошая акустика. Но дело в том, что просто иногда бывают даты, которые пропускать очень трудно. И 90 лет премии «Оскар» – это, по-моему, интересная дата, тем более для нас, для кинематографистов. Поэтому нам очень хотелось выбрать те фильмы, которые получили «Оскары». Может быть, не всегда за музыку, но музыка, как правило, в тех фильмах, которые получили «Оскар», замечательная. А вот что за тоска и кошмар? Тебе все время страшно, от чего непонятно? У вас такое бывает? Конечно. Меня в таких случаях спасает лишь одно: прыгнуть в такси и мчаться к Тиффани. Там я сразу же успокаиваюсь. Мы еще хотели, чтобы были те певцы, которых мы очень любим. С нами постоянно сотрудничает и Анна Бутурлина, и Иван Ожогин, и хор, который Государственная академическая капелла имени Урлова. Когда вы готовите программу, вы все-таки отталкиваетесь вот в каком процентном соотношении от того, что люди любят и знают, и от того, что вам лично откликается? Я не считаю, что надо играть только то, что люди любят и знают. Если это хорошая музыка, ее кто-то не знает, то, во-первых, он ее узнает, это раз, во-вторых, он захочет посмотреть этот фильм, это два. Мы выбираем, прежде всего, музыку ту, которая подойдет по программе. Чтобы это было и контрастно, и какое-то развитие, и какая-то была кульминация. Главное, что вот я хочу, когда готовлю программу, сыграть то, что мне самому интересно. Если это интересно мне, значит, это будет кому-то еще интересно в зале, как правило. Из сегодняшних фильмов, если бы вы могли сыграть одну из героинь в кино, вы кого бы сыграли? Смешную девчонку однозначно. Вообще потрясающая героиня, роль, образ очень такой многогранный. И женщина, которая трансформируется, на наших глазах меняется. Вообще очень многие фильмы, которые перед глазами моими появляются в программах, я потом просматриваю с огромным удовольствием. И благодарю Сергея Ивановича Скрипку, что он открывает мне новые фильмы. Музыкант – это вообще личность такая, знаете, я бы сказал. Это сосуд, который, как говорится, в один кран вода втекает, в другой вытекает, как детская задача. И вот, чтобы не опустошился этот сосуд, его надо все время подпитывать. А подпитывать музыкант может только теми впечатлениями, которые он получает в зрительном зале. Потому что в зрительном зале вот сидит вот эта огромная человеческая аудитория, которая шлет вот эти свои энергетические токи, которая может совершенно по-другому музыканту дать ощущение того, что он артист. А в зале, когда вдруг что-то он чувствует, что вот оно свершилось, от него отрастают крылья. Но зал мне напоминает какой-то фантастический летательный аппарат, что-то космическое. Когда стоишь на сцене, и перед тобой вот это овальное какое-то пространство огромное, благоговение испытываешь просто. Очень приятно и на сцене находиться, и мне нравится и антураж, и просто все очень красиво, и как-то вот и звучит хорошо. Режиссер в кино – это как дирижер в оркестре. Действительно ли это так? Дирижер в оркестре, он исполняет ту музыку, которая уже написана. Он там не будет ничего изменять. Он, может быть, немножко какие-то оттенки только. Вот. Где-то он чуть-чуть уберет валторны, приберет, чтобы они не солировали. Где-то он немножечко темп ускорит. То есть он будет складывать форму, но из тех кирпичей, которые есть. Режиссер, как правило, получает сценарий в качестве, как это называется, исходного продукта. Ты когда ты не играешь, левая рука должна быть слышна. Вы все-таки смотрите, как исполнялся оригинал, да, я имею в виду саундтреки, пытаетесь приблизиться к нему или, наоборот, привносите что-то свое в исполнение? Моя задача скорее вторая. То есть, естественно, я знакомлюсь с оригиналом, это непременно нужно узнать, с чего все начиналось. Вот. Дальше я просто откладываю это в сторону
и начинаю заниматься уже над самой собой, потому что я считаю, что главное для артиста — это найти себя, свой уникальный тембр, голос и свою манеру исполнения, и тем более как бы, я со своим стажем уже, я не занимаюсь копированием, мне это не интересно, мне как раз интересно искать новые пути, новые открытия делать. Это вот главная задача. Но это сложнее. Если фонограмма или оркестровка звучит оригинальная, то и исполнять ее нужно максимально близко к исполнению, к оригиналу. Если есть возможность переоркестровать именно под твое исполнение, под твою манеру, то это гораздо как бы интереснее и сложнее, и тогда получается новое произведение, новое звучание. Какие-то песни сегодняшней программы вы дома напеваете? Конечно, напеваю. Какие? Особенно, когда я готовлюсь к концерту. Во-первых, я все время их прокручиваю в голове, и я продумываю концепцию, как правильно, как хорошо спеть, как донести смысл максимально. Все песни в этой программе удивительные, особенные, потому что как-то вот так все сошлось, что музыка потрясает своей красотой. И одна из песен, например, которая звучит в фильме «Смешная девчонка», People, была сделана оркестровка специально для меня в свое время, и эта песня, конечно, для меня это прям от всего сердца, как говорится. С живым коллективом, с живым оркестром, или это бенд, или ансамбль небольшой, или группа какая-то, всегда интереснее играть, потому что существует момент творчества, созидания чего-то здесь и сейчас. То есть мы можем переглянуться, где-то осадить темп, где-то, наоборот, вперед сдвинуть. Поэтому это такая большой живой организм. Момент исполнения музыки, что вы чувствуете? Вот концентрацию какую-то предельную на технике, или вдохновение, или это зависит от разных факторов? Техника не должна вообще присутствовать, я не должен о ней думать. Я должен думать о том, как бы вот провести эту фразу, как сделать баланс в оркестре. Вот это я должен сделать. То есть я должен, в конце концов, слепить форму и сделать это произведение, чтобы в нем появился образ, чтобы в нем появилась какая-то идея, которую я хочу донести. А как вы понимаете, что вам удалось? Ну, во-первых, потому как реагирует зал, а во-вторых, у меня появляется какое-то чувство совершенно такое, чувство, как раньше говорили, чувство глубокого удовлетворения. Это тоже все интуитивные вещи. Конечно, петь с оркестром — это большой подарок и праздник для меня всегда, потому что вот это мощное, такое плотное звучание, когда за спиной 100 человек, это такое ощущение, что вырастают крылья, и ты поднимаешься над землей, и просто удивительное ощущение.